Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами снова Елена и канал Женские секреты. Наступила осень, вместе с ней пришли болячки. Пошел грипп, пошли простуды. И сегодня я расскажу, как быстро вылечить простуду за несколько дней. Конечно, мы привыкли пить огромное количество таблеток. Сначала мы пьем жаропонижающие, обезболивающие, потом мы пьем антибиотики, потом пьем отхаркивающие. Это достаточно дорого и длительно. Не всегда эти препараты положительно сказываются на других органах наших. Поэтому стараемся свести употребление таблеток к минимуму. Наши бабушки лечились очень просто. И я расскажу один простой компресс, который очень эффективно помогает снять симптомы простуды и чтобы отходила мокрота. Если первые 2-3 дня вы снимаете температуру, то потом вот эту мокроту, которая появляется, очень трудно из себя, как правило, вывести. Такой компресс можно делать и взрослым, и детям. Я применяю его с самого рождения у детей, если они вдруг заболели. Никогда не было никаких побочек. И единственное, пожалуй, что нужно помнить, компресс нельзя ставить, когда повышенная температура. И компресс нужно смотреть, чтобы не было аллергии на ингредиенты. Если вы делаете компресс ребенку, вот сейчас Дашенька нам поможет. Поиграем в куколки. Берем длинную какую-то пеленку, или если это ребенок, то лучше взять шарф. Трикотажный широкий шарф. Чем длиннее, тем лучше. Ложим клееночку. Втрое или вчетверо сворачиваем ткань, обмакиваем в состав, хорошенько отжимаем, ложим ребеночка сюда. Нужно покрыть область легких, то есть вот так спинка, чтобы и немножко заходила на бочка. То же самое и для взрослых. Положили. Теперь на грудку. Вторую клееночку. И пошли заворачивать. Сначала поперек. Руки опустили и пошли через шею вниз. Вокруг спины и вот так. Компресс держится очень плотно, не сдвигается. Если ребенок подвижный, его сразу угомонить трудно. И вот это можно заправить в штанишки. И потом положить и накрыть одеялом. Как правило, компресс действует очень быстро. Как только начинает чувствоваться тепло, засыпается моментально. И 2-3 часа можно оставить на всю ночь. Если в стационарах вам доводилось лежать, там делают компресс на спирту, его держат 20 минут. Этот компресс можно держать и 2, и 3 часа. Сколько проспите, сколько ребенок проспит, столько и можно держать. Никаких ожогов. Для компресса, если вы делаете для себя, нам понадобится длинная простынь, сложенная в несколько слоев. Чем длиннее, тем лучше. 2 кусочка клеенки, вот полиэтиленовые пакеты разрезанные. И 2 небольших кусочка любой ткани. Это могут быть полотенечки, это могут быть старые пододеяльники, простыни. Нужно, чтобы, если ткань тонкая, ее должно быть не меньше 3 слоев. Вот это побольше на спину и поменьше на грудь. То есть, когда мы приготовили компресс, его нужно наносить сразу, пока он теплый, не выдохся. Берем вот эти тряпочки. Обмакиваем в состав, хорошенько отжимаем, чтобы с них не текло. Ложим вот эту пеленку, сверху клеенку, ложим пропитанный компрессом ткань, ложимся сюда сами спиной. Вот. Потом на грудь ложим хорошо отжатую вторую ткань, накрываем клееночкой и, соответственно, вот так
заматываемся. Хорошо накрылись теплым одеялом. Желательно, чтобы оно было тяжелое. Если одеяло не тяжелое, можно прижать вот тут на груди подушкой. На 2-3 часа компресс должен стать вашей кожей. То есть, чем лучше соприкосновение с кожей, тем лучше будет эффект. Теперь поговорим, что же должно войти в компресс. Самые главные ингредиенты в компрессе — это водка и мед. Это может быть любая водка, самогонка, перцовка. Если делаете ребенку, то перцовку, конечно, нежелательно. И натуральный мед. Ничего страшного, если вы сделаете раствора побольше. Главное, давайте 4 ложки. Мед может быть засахаренный, его можно слегка разогреть. Вот это все хозяйство ставим на плиту и разогреваем на медленном огне только до той степени, чтобы мед растаял. Ни в коем случае нельзя кипятить, потому что мед теряет свои свойства не только при применении вовнутрь, но и для наружного применения тоже нежелательно. На водяной бане это делать долго, на плите гораздо быстрее. Ставим все это на плиту и разогреваем при постоянном помешивании, просто чтобы оно прогрелось. Если будет недостаточно, водки можно добавить побольше. Это зависит от той ткани, которую вы взяли, и, соответственно, взрослый это или ребенок. Состав у нас разогрелся. Видно, что мед уже растворился. Этого будет достаточно. В теплую водку с медом можно добавить несколько капель эвкалиптового масла. Очень хорошо добавить пихтовое или сосновое масло, которое оно продается в аптеках, продается в хозяйственных магазинах. Это для наружного применения, для бани и сауны. Если ни того, ни другого нет, из аптечных препаратов замечательно подходит камфорный спирт. Сюда добавляем. Мне больше всего нравится пихтовое масло, но оно у меня осталось на даче в бане, поэтому будем сегодня лечиться. И добавляем ложку камфорного спирта. Обязательно держим под рукой влажное полотенце, особенно если вы делаете себе. Вот это все хозяйство переносим в спальню, ставим рядом с кроватью на табуреточку и по порядочку наносим компресс. Теперь замачиваем наши тряпочки. Состава должно быть ровно столько, чтобы вот эта ткань пропиталась. Если у вас недостаточно, можно еще развести, если мало получилось. Если останется, его можно слить в баночку, в маленькую, с герметичной крышкой. И сохранить, и в следующий раз просто разогреть на водяной бане. Вот так должны выглядеть пропитанные салфетки. С них не должно течь, но в то же время они достаточно хорошо увлажнены и пропитаны. На все это у меня ушло где-то 50 грамм водки, 4 столовые ложки меда и 1 столовая ложка камфорного спирта. Все можно делать компресс. Долго держать открытым нельзя. Если вдруг так случилось, что вам нужно как-то отвлечься, обязательно закройте крышкой. Разогреть еще можно, но нежелательно. Камфора очень быстро испаряется, водка очень быстро испаряется. Самое главное, что это сделать компресс и наложить его немедленно. Ну, я пошла лечиться. Водки совсем не обязательно покупать бутылку. Вот такие маленькие бутылочки сейчас широко распространены в продаже. Здесь 100 грамм, ее хватит на 2 раза. Если у вас есть возможность где-то взять медицинский спирт, то его нужно предварительно разбавить напополам с водой. То есть мы берем 25 грамм спирта и 25 грамм воды. Водки берем неразбавленной 50 грамм.
для ребенка камфорного спирта лучше налить не столовую, а чайную ложку. Все-таки там тоже 90% спирт, то есть чтобы не повышать градус и не было перегрева, потому что достаточно хорошо прогревает. Эфирные масла добавляем по 5-7 капель. Какое-то одно на выбор. Но вот мне больше всего нравятся хвойные. Это пихтовые и сосновые. Держать компресс нужно не меньше 2 часов. В идеале, если вы проспите с ним всю ночь. Но 2-3 часа будет достаточно. Как перестало греть, если то можно снимать. Если это ребенок и спит до утра, ради бога, не трогайте. Не бойтесь, наружное применение водки не сделает вашего малыша алкоголиком. Главное, чтобы у него не было аллергической реакции. Обычно на водку реакции не возникает. В крайнем случае можно сделать заранее тест, попробовать на кожу ребенка нанести где-то вот на запястье капельку водки и посмотреть, как он реагирует. Или заглянуть под компресс, если появилось покраснение, то, конечно, лучше убрать. Но вообще, насколько я знаю, сколько раз я делала детям и своим, и ребятишкам друзей, никакой побочной реакции не бывает. Единственное, что вот у некоторых детей случается аллергия на мед. Это нужно знать маме, прежде чем делать. Буквально на следующий день после компресса, если вы делаете утром, то это уже проявляется вечером. Мокрота начинает замечательно отходить, самочувствие улучшается. И вы заметите разницу вот буквально через несколько часов после того, как провели эту процедуру. Конечно, сама процедура не очень приятная, потому что все это липкое, запах достаточно резкий. Но стоит только лечь в постель с этим компрессом, через 10 минут все эти неприятности забываются и очень быстро хорошо засыпается. После того, как процедура завершена, это можно все сполоснуть, оставить еще на раз. Не торопитесь принимать душ. Возьмите полотенце, смочите его теплой водой, отожмите и оботрите тело. И оденьте хлопчатобумажную одежду. Еще 3-4 часа. Ну, в принципе, если делать вечером, обтерлись, оделись и легли спать дальше спокойно. Душ принимаем утром. Если утром делаете все это лечение, то обтерлись, одели хлопчатобумажную футболку и ходим, занимаемся своими делами до вечера. Обязательно примите этот рецепт к сведению. Всего каких-то 2-3 часа, и вы в полном порядке на следующий день. Если останется жидкость, то вы можете слить ее в баночку. Через 2-3 дня можно повторить процедуру. Прошло всего 6 часов. Мое самочувствие значительно улучшилось. Голос вернулся такой, какой он должен быть. Легкие задышали. Вот прям чувствуется такое облегчение. Сразу после компресса вы почувствуете облегчение, это однозначно. Но основной эффект наступает через 6-8 часов. Начинается интенсивное отхождение мокроты. Теперь уже будут полезны, допустим, какие-то отхаркивающие препараты типа мукалтина или АЦЦ. Но самый большой эффект это все-таки дает похлопывание. Если вы делали компресс себе, то берете кулачком и себя вот так вот периодически от души поколачиваете. Если есть кто-то рядом, попросите, чтобы вас постучали по спине, либо кулачком, либо ребром ладони. Так, ну, не так, чтобы больно, но чтобы именно сотрясением было. Я прошу обычно детей, они с удовольствием меня кулаками колотят по спине. Это бывает и им весело, и мне достаточно приятно и полезно. Если это маленький ребенок, в соответствии с возрастом, конечно, похлопывайте так, чтобы не нанести травму ребенку, но все-таки должно быть это чувствительно. Мокрота начинает лучше отходить, и самочувствие быстро улучшается. Я думаю, что я рассказала все максимально подробно. Надеюсь, что вы попробуете при необходимости этот рецепт. Я желаю вам крепкого здоровья. С вами была Елена и канал «Женские секреты».